Знаменитый скрипач и пианист Мурат Рина, выступающий в странах Европы, рассказал о последствиях пандемии для культуры, о возвращении к классике, а также о феномене Димаша Кудайбергена. Все подробности в этом выпуске. Алга! Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург. В этом выпуске вы услышите то, что уже давно чувствует весь мир по отношению к творчеству Димаша Кудайбергена, однако пока еще не все решаются об этом сказать. Как приятно, что есть профессиональные музыканты, готовые продвигать и популяризировать искусство в подлинном смысле этого слова. Один из них – Мурат Рина. Рожденный в небольшом городке Пржевальск, ныне Каракол, тот что в Кыргызстане, Мурат, будучи в 10-летнем возрасте, уже дебютировал в качестве солиста скрипки в сопровождении оркестра. Закончив аспирантуру в начале 90-х, он становится солистом Московского симфонического оркестра. Вскоре после этого Мурат гастролирует в городах Европы. И вот уже почти 30 лет он живет между Польшей и Германией, где его сравнивают с Паганини и Рубинштейном. Что особенно примечательно, фортепиано Мурат начал осваивать лишь в преддверии нового тысячелетия. Визит Мурата Рина в Актобе должен был состояться в начале мая, но пандемия внесла свои коррективы. Теперь музыкант надеется приехать в Актобе в сентябре. Также он надеется лично познакомиться с Димашем Кудайбергеном. Концерт в Актобе должен стать мощнейшим стартом гастрольного тура по городам Казахстана и Европы. Сотрудникам газеты «Актобе Таймс» удалось взять у него интервью, а мы с радостью вам о нем расскажем. Коронавирус, по мнению Мурата, должен дать новый мощный толчок в области культуры и искусства. У человечества появился шанс все пересмотреть, но на принципиально другой основе, говорит музыкант. Мурат считает, что все возвращается к истокам. В ближайшие годы в сфере культуры нам предстоит много работы. Возвращение к истинному искусству, к настоящим ценностям, духовному возрождению. Поп, рок, джаз, киномузыка, кроссовер – все эти и другие жанры так или иначе основываются на классике. Скрипач и пианист подчеркивает, что настоящую музыку невозможно написать без души. Я выбираю репертуар, исходя из духовного начала. Это мой главный критерий. Великие композиторы на то и великие, что помимо мастерства писали очень одухотворенно. И когда я слушаю других исполнителей, то для меня тоже главным критерием является, было ли одухотворенным исполнение или нет. Мурат большой поклонник Димаша. Для него он номер один среди живущих исполнителей, включая певцов, вокалистов, пианистов, скрипачей, музыкантов и так далее. Все, что важно и является необходимым, чтобы принадлежать к искусству исполнительства, у Димаша доведено до высшей точки совершенства, говорит музыкант. Я могу его сравнить с такими гигантами в исполнительском искусстве, как Горовец, Рахманинов, Шаляпин, Каруза. Димаш на наших глазах совершает революцию, как когда-то, 200 лет назад, ее совершил Паганини, основатель настоящего эталона исполнительского искусства. Он стал тем, кто создал и поднял на недосягаемую высоту образ и призвание исполнителя. До появления Паганини главным считалась музыка. Своим искусством Паганини показал, что музыка – это больше, чем развлечение или сопровождение к каким-то важным событиям. Музыка может иметь огромное влияние на людей, менять мировоззрение, вызывать сильные эмоции, очищать. Он первым провозгласил, а артист должен сам испытывать сильные чувства и уметь передавать их. Тогда, возможно, публика это почувствует. Как рассказывает Мурат, в исполнении классики эмоциональность сохранилась. А вот с уходом таких гигантов, как Фредди Меркьюри, Майкл Джексон, исчез высокий стандарт в исполнении поп-музыки. Но Димаш, по его словам, поднял планку до эталона, созданного Паганини.
Также Мурат Рина рассказал, чему стоит поучиться у Димаша. Высота мастерства, как объясняет Мурат Рина, заключается не только в эмоциональности, но и в правдивости исполнения. Когда артист на сцене, вся его суть обнажена. Все как на ладони, видны все человеческие качества. И слушая Димаша, каждый ощущает вместе с разными глубокими чувствами в его пении огромную любовь. Это его главное оружие, подчеркивает Мурат Рина. Он успевает раскрыть огромный мир в одной песне. В широком значении неважно, идет ли речь о Паганини или Моцарте. Все они оставили нам в наследство глубоко одухотворенные произведения искусства. Я с большим удовольствием хотел бы услышать от своих коллег новую, свежую, новаторскую интерпретацию и обратиться к ним. Послушайте Димаша и сделайте так же, как он, когда будете исполнять Паганини, Шопена или Бетховена. Согласитесь, приятно слушать такие слова от человека, неразрывно связанного с музыкой, чье мастерство уже давно признано в Европе. Мурат верно чувствует силу музыки и легко может отличить оригинал от подделки, потому что его вкус воспитан мировыми классиками. Мы с вами уже давно поняли и осознали миссию Димаша. Теперь делу время. Алга Димаш. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.